Всех приветствую, с вами Борис Лобода. В этом видео мы будем делать поворотное основание для фрезера. Фрезер у меня Крайсман 910 ОФТ. Это один из многочисленных клонов одной из моделей Makita. В комплект входит у него вертикальная подвижная платформа. Есть также вот такое вот основание, которое я использую для фрезерного столика. Тут вылет фрезы устанавливается зажимом, крепление за корпус. И мы можем изменять высоту. Тут поворотный сектор такой. И вот я еще хочу сделать основание, которое будет позволять нам менять наклон фрезы. То есть, чтобы была плоскость, и мы могли устанавливать фрезер под разными углами к обрабатываемой поверхности. И я еще вот делал фрезерный циркуль. То есть здесь стоит винтик, ось вращения. Он вставляется в это основание. И мы можем радиус изменять соответствующей установкой этих штырей. Ну, тут минимум порядка 20 миллиметров получается, или 25 где-то. Ну, тут в предельном случае, не знаю, где-то 40-50 сантиметров, наверное, можно выставить дугу. В принципе, в настоящее время поворотная платформа уже входит в комплект поставки этого фрезера. То есть те модели, которые сейчас продаются. Но этот покупался давно, и тогда еще такой площадки не было. Я пытался искать ее в интернете. Полдня где-то просидел с этим, но бесполезно. Обзванивал много поставщиков, продавцов фрезера этого. Опять же его аналогов. Ну, везде мне говорили, что все продается только в комплекте. В принципе, удалось найти только поворотную платформу от оригинальной Makita. Но это в Америке, ждать очень долго, и кроме того, там цена ее самой, так сказать, этой платформы превышает в несколько раз стоимость самого этого фрезера. Ну и кроме того, я хочу проверить некое техническое решение в плане механизма поворота. Это поворотный механизм на секторах. Он нам позволяет ось вращения совместить с базовой плоскостью. Для циркулярки такое решение будет весьма актуально. И я думаю, что тут мы на фрезере промоделируем эту ситуацию. То есть как этот механизм работает, как его делать. У фрезера нагрузки небольшие будут, поэтому я думаю, эти сектора можно будет сделать и из фанеры. У нас получилось два вот таких кольца, которые друг в друга должны потом входить. И вот я вырезал один из кругов. Он тут входит в эти пазы во второй и свободно вращается. Второй круг я пока не вырезал, не обрезал ничего. Пусть пока будет больше места для крепления. Потом уберем лишнее. Для основания я возьму фанеру толщиной 10 мм. Нам теперь нужно разрезать круги пополам
И убрать здесь полоски возле центра на толщину основания. Две половинки одного из кругов мы закрепим на основании. Две половинки от второго круга будут на держателе для фрезера. Так, что тут где? Держатель для фрезера сделаем из ясеня.